Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня 8 декабря. Зима. За бортом минус 4 градуса. Пора подумать об утеплении дома. Сегодня хочу поговорить, как сделать водяной пол своими руками. Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост. Под финишные напольное покрытие помещают электрические провода маты, инфракрасную пленку или трубы для водяного пола, которые выступают в качестве отопительных приборов. Практически для всех помещений подходят пленочные и электрические системы. В основном для частных домов это водяные. Благодаря хорошей теплопроводности покрытие, водяные полы и керамическая плитка отлично дополняют друг друга. Водяной теплый пол по сути является обычной насосной системой отопления с жидким теплоносителем, курсирующим по уложенному в стяжку трубопроводу. В сооружении теплых полов с водяным теплоносителем используются преимущественно металлопластиковые трубы. Применяются медные и выполненные из сшитого полиэтилена. Из-за возможности образования протечек и внушительного веса системы, как в мокрый пол, так и в сухой стяжке, водяные системы допускаются к сооружению только в частных строениях. Поверх водяной системы напольного отопления укладывается ламинат марок, разрешенных к работе в паре с обогревающими контурами. Поверх стяжки водяного теплого пола допускается укладка линолеума коммерческой категории, не имеющего изоляционной подложки. На водяные и напольные обогревающие систему укладывают все виды керамических и виниловых покрытий. Благодаря хорошей теплопроводности покрытия, водяные полы и керамическая плитка отлично дополняются друг другу. Водяные системы можно разделить на две категории – бетонные и легкие. Бетонные еще называют мокрыми. Так, одним из этапов процесса приготовления многослойного пирога является заливка трубопровода раствором. Это необходимо, что над трубами, диаметр которых составляет от 16 до 18 мм, находилось не менее 9 см раствора. Один из вариантов монтажа водяного теплого пола, выполненного по стандартной схеме, на основании кладут слои гидро- и теплоизоляции. Сверху на металлической сетке фиксируют трубы, которые заливают бетонным раствором. К легким системам относятся полистирольные и деревянные. В первом случае трубы монтируют в пазы пенополистирола с последующей заливкой цементным раствором. Во втором – в конструкцию из деревянных досок. Легкие системы имеют меньшую толщину – от 18 мм. Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется коллекторно-смесительный узел, распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход. Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных устройств не так много, что для выбора конструкции лучше проконсультироваться со специалистом. Для удобства обслуживания дополнительной защиты
Коллекторно-смесительный узел помещается в шкаф, расположенный в доступном месте. Желательно, чтобы все контуры, отходящие от коллекторного узла, имели одну длину и находились недалеко один друг от друга. Поверх закрепленного утеплителя раскладывается металлическая арматурная сетка. Первым делом нужно разработать хотя бы простейший проект, типа вычерченной от руки схемы, и закупить материалы. Перед устройством напольного обогрева основание необходимо убрать и пропылесосить. Если имеется необходимость, проводится ремонт и выравнивая. Утеплитель применяется из экструдированного пенополистирола. Раскладывать плиты нужно так, чтобы они не перекрывали проложенные ранее коммуникации. Плитный утеплитель раскраивается так, чтобы при раскладке не было крестообразных стыков. Швы располагают в разбежку по типу кирпичной кладки. Пока слой теплоизоляции не закреплен по периметру помещения, укладывается демпферная лента. Трубопровод, по которому будет перемещаться теплоноситель, раскладывается по арматурной сетке, к которой крепится проволокой. Два способа укладки контура. Это змейка, простая, но имеющая заметную разницу температуры в начале и в конце контура. Улитка, более сложная в монтаже, но она позволяет уложить нагревательный контур с минимальным шагом и решить проблему недостаточной гибкости труб. В больших помещениях рекомендуют применять комбинированные схемы, позволяющие достичь максимальной теплоотдачи. Например, в центре укладывают улитку, а по краям змейку. Таким образом, чтобы более высокий нагрев происходил вдоль стен с окнами. Длина контура зависит от его диаметра. Для труб 16 мм это не более 100 метров. Для труб 20 мм не более 120 метров. Это необходимо для создания оптимального давления внутри системы. Если используется несколько контуров, лучше их сделать одинаковыми по длине. Каждый контур должен находиться в границах одного помещения. Интервалы между витками труб, шаги, не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям. Контур должен обходить места установки сантехники или мебели. Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 квадратных метров. Максимальная длина одной стороны контура 8 метров. Заливка раствора будет производиться по трубам, находящимся под давлением. Рабочее давление необходимо стабилизировать. Пользуясь уровнем, необходимо установить маяки, ориентируясь на высоту чистого пола. Идеальный вариант раствора – это бетонная смесь, усиленная фиброй или пластификаторами. Лучшим напольным покрытием для системы теплый пол является керамическая плитка или керамогранит. Она обладает достаточной прочностью и при нагревании не выделяет вредных веществ. Плитка будет укладываться на заранее подготовленное основание, выровненную бетонную стяжку. Поэтому для фиксации достаточно тонкого слоя плиточного клея. Если будет укладываться линолеум, то при выборе покрытия обязательно обращайте внимание на маркировку изделия, предназначенной для теплого пола и помеченной соответствующим знаком. Как видите, монтаж водяного теплого пола доступен для самостоятельного использования. Однако каждый этап проектирования, укладка труб, подключение коллектора, заливка стяжки имеет свои подводные камни, которые могут
помогут обойти специалисты и профессионалы-строители.